Перестановки в вооруженных силах Беларуси, ситуация в Харьковской области, где фиксируют наступление россиян, и как в РФ собираются награждать за русский мир. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Поставка истребителей F-16 может повлиять на наступление россиян в Харьковской области. Бои идут уже в нескольких населенных пунктах. ВСУ заявляют о взятии оккупантов в плен. Здесь вас ждет только смерть и боль. Лукашенко устроил зачистку. Почему с должности полетел начальник Генштаба ВС Беларуси всего через несколько дней после начала ядерных учений? С Беларусью Россия создает большую проблему. Геополитическую, региональную, безопасностную, политическую. В Госдуме решают, как делить украинские земли. Лакомые куски мечтают раздавать воякам. Давайте такую норму введем. Доброе утро, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаю. Украинские военные говорят о взятии в плен россиян на Харьковском направлении. Именно в этом регионе сейчас идут активные боевые действия. ВС РФ начали новую волну наступления. Судя по словам российских оккупантов, сейчас они брошены на штурм Харьковской области без должной экипировки. Командование Вооруженных сил Российской Федерации хочет дестабилизировать ситуацию на границе Харьковской области. Это неверное решение, потому что здесь глубоко эшелонированная мощная оборона. Город защищают многие подразделения, в том числе Кракен и другие бригады, которые будут сражаться за свой город, за свою родину. Не ходите сюда, здесь вас ждет только смерть и боль. Рейтер со ссылкой на свои источники в украинском командовании сообщает, что уже в июне или июле Украине будут переданы самолеты F-16, поставка которых в условиях наступления России в Харьковской области станет жизненно важным нововведением. В областной военной администрации региона тем временем говорят, что сейчас бои идут в нескольких населенных пунктах. Ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Сюрпризів ворог для нас не приніс. Він наткнувся на вогневе ураження наших бойових, відповідно, бригад, які стоять на тому напрямку і фактично боронять нашу територію. По місту Харкову жодних підстав для оголошення, для проведення евакуації наразі немає. В России тем временем уже мечтают о том, как и между кем разделят украинские земли. Заявления звучат в Госдуме, где, конечно же, не признают, что действуют как настоящие оккупанты. Этот факт там отрицают. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который вместе с женой украл украинского ребенка из Херсонской области, теперь рассказывает, что земли Украины надо раздать участникам так называемой СВО. Заявление для Международного уголовного суда о новом законопроекте, который внесли в Госдуму, Миронов сделал с улыбкой на лице. Наше предложение: давайте мы, участников специальной военной операции, в новых субъектах Российской Федерации, на сегодняшний день это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская, Херсонская область. Что-то мне подсказывает, что прибавление будет. Давайте по 2 гектара нашим воинам, которые сегодня защищают русский мир, которые освобождают братский украинский народ от нацизма, давайте такую норму введем. Си Цзиньпин вернулся в Китай после своего европейского турне. Он побывал во Франции, Сербии и Венгрии. BBC пишет, что Си явился европейцем в образе китайского императора, который готов слушать, но при этом не особо прислушиваться к претензиям Европы. Товарищ Си имел как минимум несколько целей в этой первой за последние 5 лет поездке в Европу. Аналитики говорят о том, что китайский лидер решил воспользоваться сложившейся в ЕС напряженностью и тем, что лидеры стран Европейского Союза допускают мысли о том, что США могут быть ненадежным военным партнером. Вопрос войны РФ против Украины, конечно, тоже поднимался, однако не был главным во время этого турне, говорит политолог Олег Саакян. Он детальнее рассказал о целях лидера КНР в Европе и о том, как Москва следила за передвижениями Си Цзиньпина. Во-первых, зайти как субъект
и соакционер европейской безопасности, предложить себя в этой роли, сказав, что если Соединенные Штаты сейчас не способны, по мнению Европы, либо есть сомнения в том, что они способны сдерживать российскую агрессивность, то тогда взаимодействие с Китаем и большая вовлеченность экономическая, сотрудничество с Китаем может также выступить предохранителем, не сказать грубее, намордником на Российской Федерации, да, от возможной дополнительной агрессивности в сторону Европейского Союза. Второй момент, конечно, это экономика, в которой для Китая важно получить дополнительный доступ своих товаров к европейскому рынку, расширить поле торговли. И вот этот вакуум безопасностный и возможная конвертация этого безопасности создает пространство поговорить и договориться. Безусловно, этот визит Си Цзиньпина, он одинаково не понравился как в Москве, так и в Соединенных Штатах. Из-за разных причин, но тем не менее китайское усиление в Европе противоречит интересам обоих данных государств. Относительно России, так и вовсе. Китай перехватывает их инициативы, их точки присутствия в Европе. В Европе стали все чаще говорить о том, что Украина может и должна бить западным оружием не только по военным объектам на временно оккупированных территориях Украины, но и по таким же объектам на территории России. На этот раз голоса одобрения звучат в странах Балтии. В частности, об этом заявила министр иностранных дел Латвии. Украина является приоритетом для всех стран Балтии. Победа Украины является общей целью для всех нас. В то же время, в текущей геополитической ситуации, когда различные проявления российской гибридной войны наблюдаются ежедневно, Латвия, страны Балтии и Северной Европы в целом нуждаются в объединении усилий и укреплении безопасности долгосрочным и скоординированным способом. Страны Балтии сейчас активно готовятся к возможной войне на своей территории. На этой неделе, например, в Литве, которая граничит и с Белоруссией, и с Калининградской областью, прошли масштабные военные учения с реактивной системой залпового огня «Хаймарс». Вся Европа должна инвестировать в защиту восточной границы Польши. В то же время Варшава уже ее укрепляет. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что режим Лукашенко эскалирует ситуацию на белорусско-польской границе. В частности, речь идет о попытках нелегальных мигрантов попасть в ЕС. Туск говорит, что так называемых черных переходов сейчас становится все больше, поэтому Варшава вынуждена реагировать и уже сейчас занимается модернизацией пограничной инфраструктуры. Tutaj ta granica to jest miejsce absolutnie wyjątkowe. Эта граница – уникальное место, в первую очередь из-за давления нелегальной миграции. По сути, мы имеем дело с прогрессивной гибридной войной. Я хочу, чтобы не было сомнений, страна с агрессивным намерением в отношении Польши, такая как Беларусь, является соорганизатором этой практики на польской границе. Поэтому необходимо сотрудничество между всеми службами, которые отвечают не только за безопасность границы, но и за безопасность Польши. Виктор Гулевич, теперь уже бывший начальник Генштаба ВС Беларуси, уже 2 дня может красоваться с собой в военной форме дома перед зеркалом. В пятницу Лукашенко внезапно освободил его от должности, отправив в запас якобы из-за возраста. Но при этом разрешил носить форму. Только ли возраст стал причиной этих событий, в Минске, конечно же, не говорят. Однако произошло это лишь через несколько дней после того, как в Беларуси началась внезапная проверка средств носителей нестратегического ядерного оружия. Что означает эта отставка Гулевича и почему Лукашенко в последнее время очень активно бряцает оружием, об этом мы поговорили с политологом Олегом Саакяном. С Беларусью Россия создает большую проблему. Геополитическую, региональную, безопасностную, политическую. И все действия направлены на то, чтобы Беларусь в разных направлениях стала прокси для России. С одной стороны, милитаризация, для того, чтобы руками Беларуси можно было создавать иллюзию, либо действительно перейти к активным мероприятиям, к провокациям на границах Балтики и Польши в этом направлении. Россия создает все условия для того, чтобы Беларусью можно было так воспользоваться. Вызывает опасения то, что недавно мы увидели отставку белорусского главкома Гулевича Лукашенком, что, с одной стороны, Россия может использоваться как элемент дополнительного давления, демонстрации, что они устанавливают практически прямое управление белорусскими войсками, а может быть и как элемент сейчас действительно данного захлопывания окна возможностей хотя бы для частичного влияния Лукашенко, поскольку Гулевич все-таки ассоциировался как несколько либерально настроенный руководитель, а не однозначно российская марионетка.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.